Алексей медленно брел по кладбищу, присматриваясь к месту, где сегодня должны были состояться похороны. Могилу он начал копать еще вчера, а сегодня утром планировал закончить работу. Проходя мимо сторожа, Алексей кивнул, а тот, улыбнувшись, погладил по голове старую дворнягу, сидевшую рядом. Осень постепенно уходила, и пес, чувствовавший холод, грелся на солнце. Алексей часто подкармливал его, а тот отвечал уважением и верностью. Молодой могильщик был человеком странным. Приходил на работу по собственному графику, иногда 2-3 раза в неделю, но если брался за дело, выполнял его добросовестно. Подойдя к начатой могиле, Алексей взял лопату и начал копать. Земля была мягкой, и работа спарилась. Клиент, оплативший заказ, сразу не понравился. Молодой мужчина с заметным пузиком и самодовольным выражением лица. «Ты яму будешь копать?» — спросил тот. «Не яму, а могилу», — спокойно поправил Алексей. Мужчина поморщился, но промолчал. Он протянул могильщику деньги, но Алексей отказался, ясно дав понять, что его интересует не оплата, а дело. Сторож покачал головой. «Добрый ты слишком, Алексей. Но с твоей честностью и так все косо смотрят». Алексей лишь улыбнулся и продолжил работу, при этом угостив пса оставшейся частью обеда. Когда могила была готова, на кладбище подъехал катафалк. За рулем сидел мужчина лет 40, сердитый и нетерпеливый. Гроб был тяжелый, дубовый, роскошный. Водитель недоумевал. Жена умерла утром, а он к полудню уже хоронить торопится. Алексей наблюдал за происходящим, замечая странности в поведении клиента. Никто не собирался приходить на похороны, и Алексей осторожно приподнял крышку гроба. Женщина выглядела словно живая, кожа розовая, губы румяные. Рядом с рукой лежал современный смартфон. Любопытство взяло верх. Он взял телефон, и на экране внезапно появился видеозвонок. «Мама, ты где?» — раздался детский голос. «Я проснулась, а тебя нет». Алексей понял ужасную правду. Девочка не знала о смерти матери. Он отключил звонок, с волнением положил телефон обратно. Но тут произошло невозможное. Женщина слегка пошевелила глазами, приоткрыла рот и тихо произнесла: «Доченька, где ты?» Пес завилял хвостом, а Алексей побежал к сторожке вызывать скорую помощь. Уже через несколько минут Людмилу доставили в больницу. Причиной беды оказалось отравление, подготовленное ее женихом ради денег. Преступник был задержан в тот же день, а мать и дочь спасены. Позже Алексей навестил Людмилу и ее дочь Настю. Она была потрясена. Перед ней стоял человек, который копал могилы не ради денег, а ради помощи и человеческой совести. Алексей признался, что ритуальная работа – всего лишь его хобби, способ справляться с утратой жены и находить смысл жизни. С этого дня жизнь Людмилы и Насти изменилась. Они стали больше времени проводить вместе, наслаждаясь каждой минутой, и Алексей, хоть и по профессии бизнесмен, остался их тихим другом и защитником.